Здравствуйте, дорогие друзья! Если у вас нет швейной машинки или вы любите шить вручную перед телевизором или брать с собой рукоделие в дорогу, то это видео для вас. Сегодня мы будем шить блоки вручную с закрытым срезом, так чтобы можно было потом собрать одеяло также вручную. Можно вообще без использования машинки. Возьмем квадрат, сложим его пополам лицом к лицу и прошьем с двух сторон. Можно вручную, можно на машинке. Я сейчас прошью на машинке, чтобы ускорить процесс. Вот так я прострочила с двух сторон. И теперь открываю нашу заготовочку. И вот уже у нас получается вот такой квадратик. Сейчас мы его вывернем. Ну и вот, практически готово. Теперь мы берем наполнитель. У меня остатки синтепона с термостежкой. Но вы можете взять обычный синтепон или любой другой наполнитель, который вы хотите использовать. Вырезаете его по размеру вашего будущего квадратика. Вставляете внутрь, расправляете уголочки. Вот, теперь осталось загнуть уголки. Приколю булавочкой, чтобы уголочек пока не распустился. Этот квадратик у меня будет размером 10 на 10 сантиметров. Позже я покажу вам расчеты, как можно посчитать. Так, соединяйте центральный шов, чтобы совпал. Делаю его из российского хлопка. Конечно, не лучший выбор. Он весь тянется во все стороны, очень мягкий и рыхлый. Но вдруг у вас какие-то остатки ткани, не обязательно специальные ткани для пэтчворка использовать. Можно и так, в принципе, получается довольно хорошо. Просто нужно немножко больше усилий приложить, потому что ткань вся играет и тянется. Когда вы сформировали уголки и заложили припуски, берете иголочку, прячете узелочек и прошиваете потайным стежком наш шов. Я сейчас не буду полностью прошивать, чтобы не тратить ваше время. Но думаю, смысл вы поняли. Вот такой квадратик у нас вышел. Вот сейчас покажу вам, как я делала расчеты. В центре у нас пунктиром отмечен наш будущий квадратик 10 на 10. Потом от каждого угла провожу линию под углом 45 градусов. И получается наша заготовка, из которой мы будем все это шить. У меня получилось 14,2 плюс 2 сантиметра припуска. Итого 16,2. Я взяла квадрат, из которого получился вот этот маленький квадратик 10 на 10. Теперь, чтобы сделать двухцветный квадрат, вот такой, мы берем квадрат из двух полосок, сшиваем и потом действуем так же, как в первом случае. Для блока песочные часы мы берем 4 квадратика. Делаем все то же самое.
И самый сложный вариант — это у нас вертушка, так как там в центре много швов и вручную не очень удобно шить. Обратите внимание, что на заготовке у нас вертушка против часовой стрелки идет, а после того, как мы завернем края, у нас получится по часовой стрелочке вертушка. Теперь для тех, кто любит сложности, прямоугольник. Вот такой прямоугольник из треугольников я сделала уже. Вы можете взять совершенно любой за основу прямоугольник. Узкие, длинные, более широкий, какой вашей душе угодно. И точно так же проводите линии. Если вам нужен вот такой прямоугольник, то делаете также из двух полос. Я вырезала такую заготовку. Для прямоугольника со стороной 10 сантиметров я взяла ромб. Сначала отрезала полоску 19,2 сантиметра у меня получилось. И выкроила из нее ромб 60 градусов угол. Вот разметила, как у нас будет выглядеть потом прямоугольничек, чтобы вам было понятнее. Все точно так же, как и в первом случае. Единственное, здесь немножко сложнее, потому что наискосок нужно шить. Вот этот уголок лучше срезать. Вот так. Тогда вот тут у нас, когда вы будете совмещать края, идеально все сойдется. Вот смотрите. С одной и с другой стороны. Припуск тоже сантиметр. Сострачиваем с двух сторон или сшиваем вручную. Вот такой у нас получился конвертик. Теперь мы его разворачиваем. И вот он, наш прямоугольничек. Сейчас мы его вывернем. Тут, конечно, посложнее, чем с квадратом. Все наискосок. Уголки тоже сложнее заворачивать. Вот я тут отмечала середину. Это удобно, потому что, чтобы потом легче было его разравнивать. Так, теперь берем наполнитель, вкладываем его вовнутрь. Ну вот, теперь закладываем опять же уголки. Подгибаем припуск. Также у нас должен шов в центре сойтись, если вы все правильно сложили. Стараюсь загибать припуски в разные стороны, чтобы
как бы получался тоже замочек, и не были припуски на одну сторону, чтобы не получалось утолщение. Вот такой милый прямоугольничек у нас получился. Сколола его булавочками. Теперь можно сшить его. Также потайным швом. Размер совпал. Квадратик 10 на 10 и сторона прямоугольника тоже 10 сантиметров. Этот прямоугольничек я собирала раньше. Здесь свободно взятые размеры. Даже не могу сказать, какой был ромб. Теперь для тех, кто любит вообще очень интересное. Это у нас треугольник с закрытым срезом. Вот так он выглядит в готовом виде. Что самое интересное, у треугольника изнанка гораздо симпатичнее лица. Почему? Потому что три стороны, когда сходятся, получается что-то типа калейдоскопа. Очень интересный эффект, если ткань с орнаментом. Ну, я взяла вот такую тканюшку. Здесь такого эффекта не получится. Берем полоску. Шириной она должна быть размером с наш гексагон, шестиугольник. Складываем ее пополам. Вот линия сгиба у нас будет. И теперь, чтобы у нас получился гексагон, нам нужно под углом 60 градусов сделать срезы. Вот я уже сделала заготовочку. Отрезаете 60 градусов с одной стороны, с другой. Получается такая трапеция. Все стороны должны быть одной длины. Вот здесь для треугольника 10 на 10 сантиметров. С припуском на шов в 1 сантиметр. У меня получилась сторона 7 сантиметров. Вот, со всех сторон у нас 7 сантиметров. Значит, все будет ровно. Я уже зашила одну сторону. Разворачиваем. И вот так мы будем зашивать потом наши края. Но так как уголки здесь очень тоненькие и тяжело будет так сложить уголок, практически нереально, лучше всего взять и зашить наизнанку. Вот этих местах по несколько сантиметров. Так, складываем с одной и с другой стороны. Зашиваем. Вот я зашила тут по паре сантиметров. Теперь можно вывернуть. Сначала, пожалуй, обрежу уголки, так как такие большие припуски будут мешаться. Так, теперь выворачиваю. Так, пальчики помещаются плохо. Сейчас я возьму свою волшебную палочку. Это палочка для волос. Очень удобно, так как она не сильно острая, она не протыкает ткань. Но и достаточно тонкая, чтобы забраться в уголок. Также иногда использую палочки для суши. Так, расправляем уголочки. Припуск сразу заглаживаю, чтобы мне было удобненько. И вот идеально сходится серединка. Наш уголочек четко попадает в центр.
Беру наполнитель, заранее я его выкроила со стороной 10 сантиметров, но что-то он велик. Подрежу пару миллиметров. В принципе, наполнитель, если вот он такой твердый, как у меня, лучше брать на пару-тройку миллиметров меньше, потому что все равно идет как бы усадка из-за того, что складывается ткань. И чтобы у нас ничего не топорщилось, лучше обрезать. Но если у вас мягкий синтепон обычный, безо всякого подклада, то ничего страшного, если он будет больше, будет только пышней. Вот смотрите, как сошлась серединка, уголочек прямо попадает на шов. Кстати, как ни странно, треугольничек получается делать легче, чем ромб. Скалываю булавочкой, сегодня я ничего не сшиваю. Смотрим, что у нас получилось. Все должно было быть со стороной 10 сантиметров. Что получилось в итоге? А в итоге у нас треугольничек получился чуть-чуть меньше. Видимо, из-за тонких углов идет погрешность. Так, ромб с квадратом ровно 10 сантиметров. А треугольничек 9,5. Сейчас я покажу вам поближе. Думаю, стоит изначально делать выкройку где-то на полсантиметрика больше, если вы хотите совместить разные детали. Если вы собираетесь все шить из одних деталей, например, все из треугольничков, то главное вам брать изначально шестигранники одинакового размера, и тогда у вас все получится одинаково. Теперь мы можем брать наши детальки, которые мы сделали, и сшиваем просто через верх вручную. И так мы можем собрать целое одеяло или покрывальце. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнать больше интересного, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, и мы увидимся снова. Пока!